Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Наверное, каждое видео буду начинать словами «По амбару помети, по сусекам поскреби, вот и наберется. С миру по нитке, нищему рубашка. Какие-то обрезки и лоскутки, шедевр на канале Поли Стич. Серые ткани – это выпады кроя после пошива школьной формы. Ткань костюмная, плотная, но она немного тянется, стрейч. Сами понимаете, в традиционном лоскутном шитье именитые мастера даже и шить не будут с такой ткани. Для начала пересмотрим все обрезки и сразу вырежем детали. Если позволяет размер ткани, то выкраиваем квадрат 15 на 15 сантиметров. Если ткань уже, то 12 на 12 или 10 на 10 сантиметров. Из остатков по возможности сделаем полоски шириной 8 сантиметров. Так я поступаю со всеми лоскутками. А потом гораздо удобнее работать с такими заготовками. Не приходится каждый раз пересматривать груду тряпок. Еще покажу небольшой секрет. Под столом справа от меня стоит картонная коробка. В нее выкидываю весь текстильный мусор. Рабочее место я держу в чистоте. Сегодня в работе квадраты 10 на 10 сантиметров. Их надо будет 25 штук. Все. Мелкие кусочки ткани изшила, и у меня паника. Надо срочно заказывать новые ткани. И вы помните, в одном из видео я вырезала круги из ткани. И мне подписчики сделали замечание, что остается много отходов, выпадов кроя. Ой, да я вас умоляю, в кулацком хозяйстве и пулемет пригодится. Эти кусочки просто идеальная находка для моей сегодняшней работы. На серые квадраты будем нашивать цветные кусочки на два противоположных угла под небольшим наклоном. При работе за швейной машинкой экономим нитки и время. Отшиваем сразу все заготовки. Прошили один квадрат, строчки закрепили, шьем следующий. Если мешают торчащие кусочки, их можно подрезать. После того, как обшили один угол, переходим к другому. Также под наклоном пришиваем лоскуток. Размер должен быть такой, чтобы он после отгибания полностью закрывал серую ткань. Следующий обязательный этап работы – все заготовки надо тщательно проутюжить, чтобы цветные кусочки ровно легли. Очень удобно в таком случае пользоваться мини-гладильной доской, которую легко сделать самим из разделочной доски. Остается только подровнять заготовки, отрезать лишнюю ткань. А теперь легко и просто, без лишних усилий и раздумий собираем узор. Самое главное – следить за направлением уголочков и сочетанием цветов. В моем сегодняшнем варианте больше красных оттенков, но вы можете взять любые другие цвета и ткани. Хорошо здесь будут смотреться блестящие, тонкие, шелковые подкладочные ткани. После того, как определились с раскладкой, приступаем к шитью. Сшивать будем гирляндой, сразу целыми рядами. Сначала соединим вместе квадраты первой и второй колонки. Потом к ним будем пришивать следующие. Все заготовки я раскладывала на съемной столешнице, которую сделала из кусков ламината. Ее можно просто сдвинуть и освободить место для швейной машинки. Когда шьем, нитки не обрываем, собираем все гирляндой. Все детали у нас держатся на соединительных швах. Теперь остается только прошить это полотно по горизонтали. Но перед этим надо обязательно тщательно его разутюжить,
подтягивая и расправляя все швы. Если этого не сделать сейчас, то потом расправить швы будет практически невозможно. При работе за швейной машинкой следите за направлением толстых швов в местах стыковки деталей, чтобы они были направлены в разные стороны. На верхних деталях вниз, на нижних наверх должны образовываться такие замочки. И, конечно, по завершении шитья мы все тщательно проутюживаем. Получился очень интересный эффект сияющих, мерцающих звезд. Это потому, что ткани были цветные, с рисунком. До этого я отшивала другое полотно в такой же технике, но с другими цветными тканями. Даже не знаю, что мне больше нравится. Вы, конечно, понимаете, что эти блоки я сочиняю и рождаю по мере накопления материала. Подсобирались у меня нужные тканюшки, сшила новый блок. Так у меня потихоньку идет процесс работы. Я не режу новые хорошие ткани, а шью из остатков. Мастер-классы на все эти блоки есть на моем канале в плейлисте «Серые ткани. Идеи». Пока эти заготовки у меня просто лежат, ждут своего часа. Очень удобно, кстати. Если вдруг понадобится срочно сделать подарок, то очень легко и просто сшить подушку или сумку-шопер, или еще подкопить блоков и сделать большое покрывало. В общем, есть где разгуляться фантазии. Ну, вы понимаете, я пойду погуляю, что-нибудь еще придумаю. А вы пишите комментарии, ставьте классы, подписывайтесь на канал. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!